Приветствую вас на канале Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить маньяка «Призрачное лицо» из серии фильмов «Крик». Также этот маньяк является одним из персонажей игры Dead by Daylight. Его скин из этой игры я и буду лепить. Ссылка на плейлист с другими фигурками из игр есть в описании под этим видео. Для того, чтобы было проще соблюдать пропорции фигурки прилепки, я буду использовать вот такой рисунок. А каркас фигурки, как обычно, будем делать из алюминиевой проволоки диаметром 1,5 мм. Для лепки этой фигурки я буду использовать твердый скульптурный пластилин серого цвета. Призрачное лицо или Ghost Face – вымышленный персонаж серии молодежных фильмов ужасов «Крик», созданных Уэсом Крейвеном и Кевином Уильямсоном. Свое имя маньяк получил из-за белой вытянутой маски. Этот вдохновленный картиной Эдварда Мунка аксессуар появился в фильме уже во время начала работ над проектом. Когда Крик только получил добро, у Уэса Крейвена не было четкого представления о том, какой должна быть маска, и он отдал задание придумать образ маньяка студии K&B Effects. Пока они перебирали варианты, нужный нашелся сам собой. Продюсер фильма Мариан Мадалена случайно увидел маску призрака в одном из домов, когда искал локацию для съемок. Этот вариант понравился всем, но была одна проблема. Авторские права на маску принадлежали компании Fun World. Переговоры с ними длились долго. За это время студия создала не один эскиз с вариантом маски, но в итоге их старания оказались лишними. Крейвену удалось достичь соглашения с Fun World, и их маска стала культовой. Это была белая маска вытянутой формы, очень напоминающая кричащего человека, но скорее похожая на череп, нежели на лицо живого человека. Вытянутые глазницы и рот представлены в черном цвете. Кроме того, маньяк носит балахон с капюшоном и черные перчатки. Так кто же скрывается за маской призрака? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно. Ведь в каждой части Крика роль маньяка выполняют разные люди с разными мотивами. Их объединяет одна цель – убить Сидни Прескотт. Есть также версия, что маньяк во всех фильмах один, и что он просто остался нерассекреченным, но подтверждений этой версии нет. У призрачного лица нет сверхъестественных сил, как у других маньяков, скрывающихся за маской. Он самый простой человек, правда с хорошей физической подготовкой и особым шпионским талантом, позволяющим ему остаться незамеченным. Призрачное лицо может убить разными способами, но особенно хорошо он управляется с ножом. Непостоянная личность маньяка дает шанс сделать бесконечное количество фильмов, однако у оригинального Крика всего 4 части. Но дело призрачного лица не простаивает. В 2015 году на американском MTV вышел сериал «Крик», который рассказывает непосредственно биографию маньяка. Сейчас у сериала есть 2 завершенных сезона, но в 2018 году MTV объявила о запуске производства 3-го. Также этот маньяк является одним из персонажей игры Dead by Daylight. И в ней, как вы понимаете, он выступает в роли убийцы. В этой игре его настоящее имя Дэнни Джонсон. Жуткий убийца, способный благодаря своей силе выслеживать и бесшумно подкрадываться к своим жертвам. Попавшие под воздействие силы, выжившие окажутся уязвимы и не будут знать о присутствии убийцы. Им придется использовать свои органы чувств, чтобы защититься от него. Игроки могут изменить внешний вид этого персонажа, выбирая разную одежду и аксессуары из предложенных категорий. Новые наборы для кастомизации становятся доступными при покупке отдельных DLC, либо при получении определенных игровых наград. Как я уже и говорил, фигурку я леплю сначала из серого скульптурного пластилина, а затем при помощи черного подкрашиваю в некоторых местах.
Из черного пластилина скатываю тонкий жгутик и леплю пояс. В игре Dead by Daylight есть разные скины этого маньяка, и я выбрал такой, в котором одежда у него с такой вот белой окантовкой. Также на капюшоне у него будут 3 белые полоски. По бокам у него есть по 3 ремешка с застежками. Из пластилина черного цвета слеплю наплечники. Далее сделаю нижнюю часть капюшона. Так как головы под капюшоном все равно видно не будет, я решил сделать ее вот таким вот образом. Перчатки также будут черного цвета. В правой руке наш персонаж будет держать вот такой нож. Теперь приступим к лепке маски. Перед тем, как прилепить маску на голову, немного подровняю поверхность. Теперь можно долепить капюшон. Теперь сверху на капюшоне сделаю 3 белые полоски. Также несколько полосок будет на рукаве.
Итак, ребята, вот такая фигурка маньяка Крика из игры Dead by Daylight у меня получилась. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Также огромное спасибо за поддержку, за лайки и комментарии. Далее, как обычно, будут приветики от кота Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина. Привет от меня сегодня получают Ева Бабенко, Коробка Play и Пальма. Ребята, передаю вам огромный привет.